Рад приветствовать вас на канале, друзья! Сегодня на обзоре и тесте, очень интересная точечная сварка на ионисторах, они же суперконденсаторы. Давно я хотел попробовать подобную точечную сварку. Неоднократно вы мне писали в комментариях, что нужно затестить подобный девайс. У меня уже есть точечная сварка на трансформаторе от микроволновой печи. Видео ее первой версии есть на канале. Я оставлю ссылку в описании и в закрепленном комментарии. Кому интересно, можете посмотреть. Я ее несколько раз модернизировал, заменил трансформатор на более вместительный для вторичной обмотки с большим окном. Также заменил держатель электродов на более качественный, и теперь еще предстоит заменить контроллер на более совершенный. Он уже пришел и ждет тестов. Видео частично снято об этом, нужно еще доснять кое-какие моменты. Напишите в комментариях, интересна ли вам модернизация точечной сварки на трансформаторе или нет. Стоит ли доснимать и монтировать это видео. Это было небольшое отступление, которое дает понять, что пока шла работа по постройке хорошей точечной сварки, я сталкивался с множеством проблем, но все же искал еще более лучшее и совершенное решение для сваривания никелевой ленты. В ходе поисков я натолкнулся на более дешевую версию такой точечной сварки и на удачу написал продавцу. Спросил у него, пошлет ли он мне ее на тест. И на мое удивление продавец согласился. Затем он сказал, что той более простой у него уже нет, они закончились. И он пошлет вот эту, более мощную на 800 ампер с более совершенной схемой управления. Конечно же, он не совсем бесплатно ее послал. Он хотел, чтобы я снял видеообзор, сделал тесты и чтобы мы оценили ее по достоинству. Поэтому не поленитесь, поставьте этому видео лайк и напишите комментарий. В принципе, можно написать что угодно. Это помогает в продвижении видео. Продавец увидит обратную связь и в будущем, возможно, пошлет еще что-то интересное на обзор. Также вы можете поделиться этим видео в соцсетях. Все эти манипуляции очень сильно продвигают это видео и канал в целом. А значит, на канале будет больше всяких интересных девайсов. По ссылке в пути сильно досталось. Был помят корпус и повреждена схема блока питания. Я его отремонтировал, а корпус как смог выправил. Также была сильно повреждена схема управления. Она была в непотребном виде, и я попросил выслать ее повторно. Продавец согласился. И вот наконец-то она у меня в руках, и сегодня я ее протестирую как следует. Сейчас на фотографии вы видите суперконденсаторы LS-UC на 3000 фарад. Кстати, кто знает, где китайцы их применяли ранее, прежде чем распродавать в точечных сварках и других интересных девайсах, пишите в комментариях. В 2016 году я уже тестировал на канале суперконденсаторы американской фирмы Maxwell, также на 3000 фарад. Я их покупал с eBay за бешеные на тот момент деньги. За 6 элементов я отдал $517. По даташиту они могли отдавать до 1800 ампер. Видео с их тестами есть на канале. Я оставлю ссылку в описании и закрепленном комментарии. Если вам интересно, обязательно посмотрите. Даташиты на эти элементы вы видите сейчас на экране. Они могут отдавать 2400 ампер. Это больше, чем у Maxwell. Поразительно. Да и максимальное напряжение у них немного выше. Это значит, что эти суперконденсаторы более нового поколения. Сейчас нужно обязательно измерить внутреннее сопротивление этих суперконденсаторов. Сопротивление щупов практически равно нулю. Как мы помним, внутреннее сопротивление по даташиту у них 0,36 миллиома. Прибор показывает 0,25 миллиома, но надо учитывать, что сейчас суперконденсаторы практически разряжены. На этом суперконденсаторе 0,02 вольта всего лишь. Этот суперконденсатор имеет тоже 0,25 миллиома и тоже практически так же разряжен, 0,18 вольта. Сейчас я заряжу, а что стоит измерить их внутреннее сопротивление в заряженном виде? Ничего не стоит. Сейчас я заряжу и измерим. Так просто зарядное устройство не хочет заряжать элементы, когда они полностью разряжены. Но я сейчас попытаюсь обмануть. Подключу блок питания, у которого есть напряжение. Так не рекомендуется делать, конечно же. Так, ток пошел. То же самое проделаю и с этим каналом.
дело пошло. Суперконденсаторы зарядились, теперь мы можем знать их емкость, если заряжать их от 0 до 2,8 вольта. Емкость примерно 2700 мАч. Если вам будет интересно более подробное видео об этих суперконденсаторах, я могу измерить ток утечки, есть ли он у них, еще какие-то показатели, которые вам интересны, пишите это в комментариях, я, возможно, сниму по ним отдельное видео, чтобы не увеличивать хронометраж этого видео. Суперконденсаторы, естественно, практически не изменили свою температуру. Я, по крайней мере, не чувствую, чтобы это произошло. Теперь можно измерить внутреннее сопротивление заряженных элементов, заряженных суперконденсаторов. Внутреннее сопротивление щупов практически равно нулю. 0,25 миллиома. Не изменилось. 0,25 миллиома. Тоже не изменилось. А раз сопротивление не изменилось заряженных и разряженных суперконденсаторов, это значит, что они имеют довольно совершенную конструкцию. Сейчас суперконденсаторы разряжены на двух последовательно соединенных 0,03 вольта. Подключу в сеть, буду измерять ток 9,15 ампера. Нормальный такой ток. Пусть суперконденсаторы заряжаются. Поставлю секундомер, посмотрим, за сколько они зарядятся. До того момента, как точная сварка включится. Точная сварка включилась. Схема заработала. При каком напряжении это происходит? Ну, в принципе, здесь написано 1,9 вольта. Все верно. 1,9 вольта. Нормально. Прошло 4 минуты. Ну, если у этой схемы саморазряда нет, то готовность будет в принципе моментальная, что маловероятно. Скорее всего, саморазряд схема что-то потребляет, если она постоит, наверное, с недельку. Но это надо проверять будет. Ну а с нуля получается за 4 минуты точная сварка включится. Но варить при таком напряжении еще будет невозможно. Поэтому будем ждать, когда напряжение достигнет 5 вольт. Блок питания получается у нас на сколько здесь? 12 вольт, 10 ампер. 120 ватт. Получается, у блока питания, скорее всего, на выходе 5 вольт в холостую. Ну, посмотрим, до какого напряжения зарядятся суперконденсаторы. Напряжение 4,92 вольта. Ток начинает падать довольно стремительно. Скорее всего, на выходе преобразователя, DC преобразователя вот этого, 5 вольт на выходе. Ничего себе, он горячий. Термоклей даже расплавился. Сопротивление у суперконденсаторов очень маленькое, поэтому ток начинает падать практически под конец заряда. Это очень удобно, но все равно 14 минут уже заряжается. 4,6 ампера. А вот DC преобразователь, если его в корпус все это вставлять в будущем, то нужно будет, скорее всего, на отдельные радиаторы. Так, при 4 амперах здесь потух красный светодиод, остался гореть только зеленый. Ток дальше продолжает падать. 3,7 ампера, 3,6. Да уж. Здесь надо будет что-то мудрить. Ну, по-любому его нужно будет в корпусе крепить на отдельное место. Экран тоже снимать на переднюю панель. Я думаю, что какой-нибудь корпус подобрать для этих целей, чтобы было все красиво. Единственное, найти хороший корпус. Ну да, 15 минут, если саморазряд есть и схема разряжает эти суперконденсаторы, то 15 минут ждать постоянно не всегда удобно. Можно, конечно, заранее включать, но в этом есть неудобство свое. Либо какой-то более мощный блок питания. Здесь DC преобразователь, кстати, можно поставить помощнее, ампер на 20, потому что блок питания позволяет 10 ампер при 12 вольтах. При 5 вольтах запросто 20 ампер можно прокачать. Ток 1,8 ампера. Напряжение 5,07 вольта. Ток стабилизировался около 1 ампера. Хотя ток начинает немножко еще падать. Получается, ток упал до 0,9 ампер. Думаю, дальше ждать смысла нет. Потому что при использовании точечной сварки примерно будет постоянно заливаться какой-то ток. Напряжение сейчас 5,13 вольта. 20 минут понадобилось, чтобы зарядиться точечной сварки. Точечная сварка зарядилась. Теперь пройдемся по настройкам, которые я выписал со страницы продавца. Первая строка – это напряжение на суперконденсаторах.
5,17 вольта. Вторая строка – это длительность первого импульса. Третья строка – интервал между первым и вторым импульсом. Четвертая строка – это длительность второго импульса. Пятая строка – это интервал между вторым и третьим импульсом. Седьмая строка – автоматический обратный отсчет при касании щупами. Восьмая строка – общее количество произведенных свариваний. Для начала выставлю на точечной сварке автоматическое включение. Полсекунды. Пусть будет 1 секунда. И длительность импульса хотя бы 30 миллисекунд. Я подготовил здесь 2 полоски. Одна из чистого никеля, вторая стальная, покрытая никелем. Попробуем приварить. Сначала начну с чистого никеля. Ну, отрывается, конечно же. Увеличу длительность импульса вдвое. Снова чистый никель. Ну, уже, конечно, гораздо труднее оторвать, но по-прежнему отрывается без мяса, так скажем. Попробую приварить стальную, покрытую никелем. Приваривается жестко почему-то. Интересно, вот я заметил, что именно стальная, покрытая никелем, лучше всегда приваривается, чем из чистого никеля. Кто разбирается в этих делах по свариванию металлов, напишите в комментариях, почему такое происходит. Я так думаю, это нужно знать теорию металлов, что к чему приваривается, чтобы ответить на эти вопросы. Я думаю, не зря применяется здесь никель, потому что никель приварить к медной полосе обычной точечной сваркой не получается. Сейчас попробую разорвать стальную, покрытую никелем. Здесь, получается, с мясом вырвало. Здесь в этом месте оторвалось, а здесь в этом месте. Это очень хорошо при длительности 60 миллисекунд на одном импульсе. Такой хороший результат. Но почему-то вот с чистым никелем не получается такого добиться. Попробую разрезать ленту. Интересно, что получится с разрезанной лентой. Ну, уже результат получше. Сейчас уже вырвало с мясом. Вот с этой стороны видно отверстие. Я, конечно, всегда разрезаю, но хочется добиться такого результата, чтобы не нужно было разрезать ленту. И чтобы приваривало так, что вырывалось с мясом. Именно никелевую ленту. Буду дальше экспериментировать. Если увеличить длительность импульса, еще больше. Увеличу вдвое. Больше 100 миллисекунд не получается выставить. Ну, попробую на этой длительности. С одним импульсом пока что. Уже видно, как появляется побежалость металла. Перегрев происходит. Это отчетливо видно. Это уже не есть хорошо, конечно. Попробую оторвать. Одна точка уже оторвалась. И вторая тоже. Увеличение длительности импульса положительно не сказалось. Чтобы кардинально поменять ситуацию, думаю воспользоваться вторым импульсом. Паузу. Пусть будет 10 миллисекунд, думаю, нормально будет. Это я вообще от фонаря все делаю. Если кто знает, как делать, подскажите в комментариях. Думаю, многим будет полезно, не только мне, кто будет смотреть видео и читать комментарии. Теперь 2 импульса длительностью в 100 миллисекунд. Уже заметно приваривается к болванке. Попробую разорвать. Что-то мне кажется, что оно легко оторвется. Не бывает все просто, вот не бывает. Ну да, оторвалось. Может быть, это из-за перегрева происходит. Попробую оба импульса уменьшить. Делаю каждый импульс по 70 миллисекунд. Да, отрывает, конечно. Попробую еще уменьшить. На 60 было хорошо, без перегрева. Но я хочу заметить, что я использую никелевую ленту 0,2 мм. Потому что я варю только лентой такой толщины. Поэтому мне интересно именно проводить эксперименты с такой толщиной. Думаю, 0,1, 0,15 она будет отлично приваривать. Так, вот сейчас уже следов перегрева меньше намного. Ну, отрывается по-прежнему. Задействуем третий импульс. Итак, 3 импульса по 60 миллисекунд. Пробую. Да, отрывает, конечно. Щупы нагреваются прям заметно от 3 импульсов. Значит, падения здесь приличные. Теперь попробую на 3 импульсах сталь, покрытую никелем. Отведу даже подальше.
Да, хорошо держит. Прям очень хорошо с мясом. Но почему такое не происходит с никелем? Оба места вырывает с мясом. Это стальная лента, покрытая никелем. Как сделать так, чтобы это происходило и с чистым никелем тоже? Тогда я буду очень доволен. И желательно, чтобы было достаточно одного импульса. Чтобы кардинально изменить ситуацию в лучшую сторону, нужно избавиться от слабого места. Провод 10 АВГ и щупы, они нагреваются довольно сильно, особенно когда 3 импульса. Надо от этого всего избавиться. Есть у меня вот такой вот держатель электродов на точечной сварке от микроволновки. Он показал себя замечательно. Ссылку на него я оставлю в описании. Очень классные держатели электродов. И вот такие вот я сделал провода. Эти наконечники прикручиваются сюда. А эти концы я припаяю вот сюда. Хорошенько залью здесь оловом все. И посмотрим, как будет варить точечная сварка после такой модернизации. Надеюсь, транзисторы не выгорят. Старые держатели электродов вместе с проводами 10 АВГ я отрезал, припаял сюда более толстые провода на 35 квадратов и новый держатель электродов. Выставил на точечной сварке только первый импульс 10 миллисекунд. На всякий случай, я боюсь, что могут выгореть транзисторы. Для начала попробую на стальной ленте, покрытой никелем. Отрывает довольно легко. Пробую увеличить длительность импульса до 20 миллисекунд. Так, уже заметно лучше. Искры полетели. Ага, вот так вот. Уже 20 миллисекунд варит хорошо. Но пока с мясом не вырывает. Уже где-то на границе. Сделаю 25 миллисекунд. Вот 25 миллисекунд уже вырывает с мясом. Это отличный результат. Теперь попробую на ленте из чистого никеля. Пробую. И здесь заметно лучше. Уже так не отрывается. Надо увеличить длительность импульса. Думаю, до 35. И уже с мясом. Получается, одна сторона уже с мясом. Вот здесь вот видно. Но нужно, чтобы две. Увеличу еще длительность импульса до 45. 45 миллисекунд. Чистый никель. Здесь вот есть свободное местечко. Придавливаю. Так. С одной стороны с мясом вырывает. Может быть, поиграться еще со вторым импульсом. Сделать первый импульс поменьше. 35 миллисекунд. Но уже мне результат нравится гораздо больше. И добавить еще второй импульс. Тоже может быть 35 миллисекунд. Че уж там. Да, уже прихватывает к металлу прям. Одно неудобно, что эти толстые провода увлекают за собой точечную сварку. И она падает. Да, приваривает отлично. Но почему-то в одном месте. Так, отрежу новый кусок никелевой ленты. Но это я хочу заметить, что я ее не разрезаю. Это хороший результат. Пробую еще раз. В этот раз с мясом не получилось. Интересно, интересно. Пробую еще раз. Добавлю третий импульс. Что-то мне не нравится. Не совсем стабильно. Сделаю все 3 импульса по 30 миллисекунд. Что вижу, что небольшой перегрев все-таки есть. Я думаю, что если разрезать, прям будет замечательно, конечно, варить. Но мне хочется добиться результата именно без разрезания. Произошло небольшое ЧП. На прошлых кадрах это отлично видно. Вот в этом месте отгорела дорожка. Когда я изначально прикручивал наконечники под болты, здесь от платы отслоилась дорожка. Скорее всего, именно поэтому все и произошло. Сейчас я усилил ее оловом. Также я усилил эти места здесь, здесь и здесь. Подлил немножко олова, теперь точно нигде ничего не прогорит. А я и думаю, почему с каждым разом все хуже и хуже приваривает. Оказывается, вон оно что, начала постепенно отгорать дорожка. Сейчас прикручу назад дисплей и буду пробовать снова.
После того, как я восстановил дорожку и усилил остальные, мощность вернулась на прежнее значение, но по-прежнему сплошная неразрезанная лента не хочет привариваться нормально. Не зря в заводских условиях ленту также разрезают. Это неспроста. Как я уже говорил в других роликах, это помогает пройти току именно через места сваривания, в местах контакта. Я много экспериментировал сейчас со сплошной лентой, поднимал мощность, вплоть до того, что уже происходит оплавление электродов и сильный их износ. Медь плавится, появляются ее капли. Это неправильно, буквально за сотню-другую свариваний можно будет износить электроды. Поэтому я начал разрезать ленту, как и прежде, снизил длительность импульса до 20 миллисекунд и сделал их 3. Паузы сделал 40 миллисекунд. При этом оплавление электродов не происходит, и качество сваривания чистой никелевой ленты меня устраивает. Проведу сваривание чистой никелевой ленты, верхняя часть будет разрезана, как я это обычно всегда и делаю. 3 импульса, никелевые ленты даже привариваются к стальной болванке. Да, происходит отрыв с мясом. Такое качество сваривания меня устраивает. Также хочу провести эксперимент с элементами 18650. Также происходит отрыв с мясом. Причем нужно учитывать, что здесь минусовой вывод уже неровный. Также отрывает с мясом. Попробую другой элемент почище. Также остаются куски никеля. Еще раз пробую. Кусочки никеля остаются на стакане. Приваривает просто замечательно. Да, вон отверстия остаются. Хочу еще попробовать на кадмиевом элементе, чисто ради интереса. Тоже остаются куски. Приваривает отлично, мне очень нравится. Теперь я хочу при тех же настройках 20-20-20 с интервалом 40 миллисекунд на стальной ленте, покрытой никелем. Тут уже, конечно, весь минусовой вывод засран, но ничего страшного. Характерно, когда летят искры, это значит, что лента стальная, покрытая никелем. И она приваривается всегда лучше, чем чистый никель. Здесь оба места сваривания отрываются с мясом. Да, просто вообще шикарно. Вот это искрение при чистом никеле никогда не происходит. Таких длинных искр. Тут можно наблюдать 2 места отрыва. Стальная лента, покрытая никелем, почему-то всегда лучше варится. Кто знает почему, кто знает теорию, пишите в комментариях. Я уверен, это мне и многим другим будет полезно знать. Точечная сварка простояла всю ночь, отключенной от сети. Напряжение упало до 2,67 вольта. Я так и думал, что шунты на схеме будут разряжать суперконденсаторы. Возможно, конечно, это саморазряд элементов. Это я еще проверю. Пишите в комментариях, нужно ли снимать отдельное видео по этим суперконденсаторам, что именно вы хотите увидеть в этом видео. Разряд схемы, конечно, не совсем удобен, так как каждый раз нужно тратить время на заряд суперконденсаторов. Но в любом случае, эта точечная сварка с небольшой доработкой показала себя очень хорошо. Она очень гибко настраивается под нужную толщину и материал ленты, а также материал и толщину стакана свариваемого элемента. Я очень доволен. Прикуплю еще один такой держатель электродов для точечной сварки, чтобы было законченное изделие, так как этот у меня для точечной сварки из трансформатора для микроволновой печи. На этом у меня все. Я рассказал про точечную сварку все, что хотел. Если что-то упустил, пишите в комментариях. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, или дизлайк, если не понравилось. Делитесь обязательно этим видео в соцсетях, чтобы продавец видел обратную связь. Спасибо, что смотрите мои видео. Отдельное спасибо, что досмотрели ролик до конца. Пусть хорошие люди используют только хорошую точечную сварку, которая исключит прожиг стаканов элементов. До новых видео, друзья. Всем пока!